Автомобилист должен страдать. Вот она, настоящая финская забота про маломобильных. Обратите внимание, полное гендерное равенство. Финны не в курсе, что у них климат для велосипедов не подходит. Горы этой крошки, почему они ее не убирают? Всем привет, друзья! Как вы поняли, мы с Максимом Евгеньевичем приземлились в Хельсинки. И у нас начинаются наши финские приключения. Будем изучать экологию, смотреть города. В общем, погрузимся в урбанистику скандинавскую. Надеюсь, будет интересно, так что ставьте лайк. В Хельсинки очень крутой аэропорт, но еще круче аэропорт в Осло. Они только закончили реконструкцию. Там все красиво, все деревянное, все экологичное. Кстати, вот смотри, видишь, даже шторка и березки. То есть тут не просто какой-то, да, забор, а тут картинка такая с березками. Кстати, обратите внимание, видите, на полу везде есть такая наклейка, где нужно ждать. В Европе это никто не соблюдает, а в Японии, если вы помните, там прямо все строго стоят по этой линии, никто ничего не нарушает. Поскольку мы меняем города, мы решили взять, как настоящие урбанисты, взять в прокат машину и почувствовать всю боль и унижение, которые подарит нам Финляндия, поскольку мы автомобилисты, мы явно не будем не в приоритете здесь. Даже прокат автомобилей находится в жопе, чтобы пока мы шли, мы страдали. Не успели мы начать наше путешествие, а Максим Евгеньевич уже лезет в редакционную политику. Говорит, что здесь снимать. То есть, вот по его мнению, вот эта вот красота, это потрясающая навигация, этот отличный дизайн интерьера аэропорта Хельсинки недостойно нашего внимания. А мы продолжаем испытывать боль и унижение и идем на самый далекий паркинг, который только существует, по-моему, в этом аэропорту, потому что там прокатные машины. Обратите внимание, полное гендерное равенство. Вот, и мужчины и женщины, они голубенькие, никакого унизительного розового. Я, кстати, не понимаю, почему до сих пор в том же Шереметьево нет какой-нибудь удобный гардероб. Потому что зимой огромная проблема. Ты ходишь без багажа, тебе надо какую-нибудь теплую страну, ты лежишь в этом огромном пуховике, и тебе нужно с ним таскаться. Вот люди, кто мало летает, они, конечно, меня сейчас не поймут, ну что такое пуховик там. А кто часто летает, это было бы очень удобно. Если бы сделать такие автоматические камеры хранения, маленькие, удобно расположенные, было бы классно там что-нибудь лишнее оставлять. Обратите внимание, перед входом на парковку зона, где стоят коляски. Тот, кто на инвалидной коляске приехал, они все эти коляски оставляют. Ребята, если вы будете брать машину в аэропорту Хельсинки, закладывайте минут 20-30 минимум, потому что очень долго идти по этим терминалам, по этим переходам. Давайте тебе. О. Да, Максим Евгеньевич довольно идет. Вот так вот, да, говорит, отдавать же, Илья, ее тебе, поэтому мне-то что переживать? Ты и закладывай. Да, вот ты и закладывай. Вот. Как говорится, если друг оказался вдруг, нет, чтобы сказать, слушай, давай я провожу тебя, я отгоню эту машину, нет? Ну, правильно, автомобилист должен страдать. Особенно, если речь идет про Финляндию. Поэтому мы идем на самую отдаленную парковку. Спустя 2 часа мы доехали до нашей гостиницы, припарковали наш маленький гольфик на подземной парковке. И что я вижу? Я вижу парковку для велосипедов. Там даже стоят велосипеды. Давным-давно у меня на канале выходило видео про моего друга Леву, который оформляет разные банковские карты с бонусными программами, копит на них мили, а потом покупает на них авиабилеты. Таким образом, у него получается 3 раза в год практически бесплатно летать в отпуск. И не просто летать, а летать бизнес-классом. Хотите попробовать так же? Тогда вот один из вариантов. У Промсвязьбанка есть специальная карта Мир Премиум Бизнес с программой лояльности авиакомпании S7. Вы можете оформить эту карту на свой бизнес, оплачивать ей все расходы и копить таким образом баллы, а потом покупать на них авиабилеты. Вы будете получать 1 балл за каждый потраченный по карте 100 рублей. То есть, если ваш бизнес тратит примерно 200 тысяч рублей в месяц, то за год вы сможете накопить 24 тысячи баллов. По программе лояльности 1 балл равен 1 рублю. То есть вы будете получать 24 тысячи рублей, которыми потом можно будет оплатить билеты S7, дополнительный багаж, питание на борту и другие услуги.
Вместе с картой вы также получите безлимитную страховку для путешествий, которую можно использовать для оформления виз, и бесплатный консьерж-сервис. Это значит, что у вас на связи всегда будет специальный человек, который по вашей просьбе будет заказывать вам такси, бронировать отели или искать потерявшийся багаж. Обслуживание карты стоит 1190 рублей, но если вы успеете оформить ее в июне, то 3 месяца сможете пользоваться ей бесплатно. Ссылку на подробную информацию о карте я оставлю в описании. Мы приехали, кстати, в какой-то очень дорогой отель, и Максим Евгеньевич Кац, он переживает. Он в таких роскошных отелях. Мега пафосные отели, да. Да, это уже Лавыгин у себя в видео рассказывал, как ему со мной сложно путешествовать, потому что охреневший Варламов всегда выбирает дорогие отели, чтобы обязательно красная дорожка была перед входом. Да, я привык к роскоши. Доброе утро. Максим Евгеньевич Кац, который любит поспать, его подняли 7:30 утра. Просто такое отвратительно, вообще не понимаю, как такое может. Он и так ворчал, теперь будет ворчать еще больше. Да, вообще, блин. Как ты оцениваешь интерьер этой гостиницы, да? То есть в номере бетонный пол, а стены ковровые. По-моему, рабочие чертежи перепутали. Такой тут потрясающий вид на город. Кстати, смотри, собор какой-то православный. Он с куполами, с крестами. Здесь железнодорожный вокзал Тампре. Сейчас ушли все поезда, но только что здесь было куча таких красивых двухэтажных поездов. Они такие все зелененькие. Это вот вид на город. Мне уже не терпится пойти его посмотреть. Особенно на все вот эти вот многочисленные панельки. В Скандинавии тоже любили строить панельки. Поэтому сегодня посмотрим, как они выглядят. Зима закончилась, и видите, есть такие горы этой гранитной крошки везде. Здесь вообще все засыпано ей. Это пандус, по идее. Вот она, забота. Вот она, настоящая финская забота про маломобильных. Сделали пандус, во-первых, какой-то очень стрёмный, скользкий, опасный, без ступенек. Но это ладно. Они, он еще, видите, весь засыпан этой крошкой, ничего не убирают. Уклон такой, что я сам бы не рискнул там идти даже. Тем более с коляской. Ребята, деревья, 80-летние, красивые деревья, срубили для того, чтобы сделать нормальную улицу. Потому что деревья, линия этих посадки была не очень оптимальна. Поэтому пришлось ее убрать, посадят новые. И все из этого переживали, были протесты. В общем, все грустно. Здесь уже трамвайные пути есть. И дальше они будут уходить в туннель, который вот, видите, здесь делают. Скоро все появится. А это у нас вокзал. Около вокзала парковка такси. Такая, видите, красивая парковка такси. Слушайте, меня вот прямо неприятно удивляет количество вот этой грязи гранитной. Здесь просто не видно асфальта. Я не знаю, как идти с чемоданом на вокзал, потому что весь тротуар, он таким толстым слоем засыпан этой гранитной крошкой. Много пыли. Я в других городах Финляндии такого не видел. Может, это они по весне так? То есть тут прямо вот ты идешь, у тебя все в этой крошке. Пылище, причем, вот Да, смотри, пыль. даже вот делаешь, что сразу она поднимается. Да, и очень много, и почему-то они ее не убирают, не чистят. Хотя сейчас уже сухо, странно. Я Интересно, такое... а как они ее собирать будут вообще? Ну, видимо, ну, их специально есть Так просто. машины, да. Это же здесь вот лежит килограмм 100. Угу. И вот, собственно, строительство трамвайной линии. Вот смотрите, какая красота. Нет ничего приятнее, чем строительство трамвайной линии. О, мы попали в Google. Максим Евгеньевич, как бывший депутат, ходит и недоволен. Говорит, что будь я здесь депутатом. Вот такой вот здесь не было. Здесь были везде лавочки. А тут ни одной лавочки нет. Зато вот эти пожилая женщина идет с велосипедом. И вот видите, все ездят спокойно на велосипедах, несмотря на климат. Здесь опять огромная велопарковка, вот вся заставлена велосипедами. Такая вот красота у нас в центре города. Да, финны не в курсе, что у них климат для велосипедов не подходит. А то бы сейчас, конечно, все бы требовали бесплатных парковок. По-моему, тоже какая-то агитация политическая.
Здесь выборы скоро, поэтому много предвыборных мероприятий по городу проходят. Да, вот тоже это да. раздают конфетки. Слушай, они всем дают конфетки. В общем, покупают едой избирателя. Да, начинать разговор так, конечно, удобнее, на самом деле. Но... Вот вам конфетка. Да, да. А давайте теперь поговорим про нашего кандидата. Он такой же вкусный. Он такой же сладенький. Ну, с хот-догами тоже тема, конечно. Мы раздавали на Навальновской встрече в шарики. И шарики отлично работали. То есть в парке, особенно если начинаешь, дети подходят, начинают «хочу шарик с Навальным», да, и все, и как бы у тебя уже собирается вокруг какое-то количество народа. Да, потом у ребенка его не заберешь. Он скажешь, Да. плохой шарик. Да, да, вы... Надо все направить какой-нибудь петербургский десант, Да, да. который потребует немедленно прекратить строительство парковок, велоинфраструктуры. Велодорожки подлежит убрать. Да, и устроить вот здесь вот столько места пропадает, Конечно. можно было 15 машин поставить. Да, здесь можно сделать классную парковку, Да. все верно. Вот здесь, кстати, велодорожка нормально сделана, потому что она отделена от пешеходной дорожки. Большая ошибка делать их совместной, потому что начинаются пересекаться потоки. Нужно просто помнить, что велоинфраструктура и велосипед — это такой третий участник дорожного движения. Он не почти что пешеход и не почти что водитель. То есть это совершенно независимый участник дорожного движения, и ему нужна своя собственная отдельная инфраструктура. Кстати, Нехорошо мы мешать. в Питере и с предпринимателем одним общались, и спрашиваем его, ездил бы на работу на велосипеде или нет, он не знаю, в машине ездит. И вдруг говорит, а я вот в Копенгагене жил месяц, пропёрся, там ездил на велосипеде каждый день, так, говорит, классно. Потому что есть инфраструктура, там климат, потеплее, чем в Питере, но не сильно, там тоже зима, там тоже снег. Да, и, кстати, когда мы говорим про инфраструктуру, очень важным является хранение велосипедов, потому что большинство наших домов, особенно в спальных районах, они совершенно не приспособлены для хранения велосипеда. И для многих людей важной составляющей является, как им этот велосипед спускать, не спускать. Да. Потому что если ты живешь где-нибудь там на 20-м этаже в какой-нибудь многоэтажке, у тебя нету там лифта или так неудобно его тащить, потом он на балкон, мыть колеса. Вон опять. Да, вот сколько велосипедов. У меня один из проектов нереализованных депутатских моих был как раз установить во дворах таких домов парковки, велопарковки для жителей, которые открываются как бы ключом, который только жители имеют. Смотрите, видите, сколько ребят велосипедов? И все они используются. Вот тоже, кстати, парковка елочкой. Так себе идея. Нет, с точки зрения там архитектуры, городской среды, здесь все так довольно грустно. Да. Не, особенно меня вот это вот какие-то просто горы этой крошки. Почему они ее не убирают? Смотри, просто здесь настоящие горы этой крошки. Да, Надо будет у них спросить. Тоже целое дело, то есть говорят, там, используйте гранитную крошку. Это целая инфраструктура нужна, вот таких вот штуковин. И много негативных факторов, например, пылища. Двор, но он закрыт, мы туда не попадем. Но там вот вдалеке видна огромная велопарковка дворовая. Причем это не что-то особенное. То есть этот город неизвестен своей там велоинфраструктурой. И действительно ее нету. Вот здесь нет велоинфраструктуры. Вот там нету, то есть она попадается редко. Кстати, относительно городов велосипед особенно актуально может быть в России, как раз в малых городах, где небольшие расстояния, и где велосипед может быть совершенно нормальной альтернативой для автомобиля, для общественного транспорта. Да, там он вообще может заменить способ передвижения основным стать. Забавно, что у них на стриптиз-клубе висят прямо объявления без цензуры. Очень странно. Цены на стриптиз полчаса 51 евро, а 10 минут 27 евро. Предвыборная встреча. Я не знаю, кандидат приехал или нет. Но мне, конечно, интересно, потому что мы такие же делаем в России, в Москве. Но мы делали покачественней. Какой-то прицеп убогий, вместо сцены, задника нету, фотки плохие. Зато они бесплатно кормят. Во, у нас за это снятие с выборов, у нас это подкуп избирателей. Вот такое у нас, это сразу снятие всего списка и кандидата. Да, дают бесплатная еда, раздают бесплатный сок и раздают сосиски. Традиционно для развитых демократий, в том числе для скандинавской политики занимаются пожилые люди. То есть, если вы посмотрите, не только состав приходящих на встречи, это и у нас пожилые часто,
а именно состав агитирующих, организаторов, вот тех, кто работает. В основном пожилые, потому что как бы молодежь не интересуется политикой, потому что все идет нормально. Молодежь интересуется только, когда что-то идет не так. И в том числе, ну, это из-за этого там Brexit проспали, очень маленькая явка молодежи была, потому что как бы не привыкли на выборы ходить. Но в Британии вот это изменилось. В последних парламентских выборах очень высокая была явка молодежи, после Брексита все поняли, что так нельзя. Ну, здесь пока я не знаю, как это здесь, но на этом митинге точно молодежи нет никакой. Ну, мы сейчас зайдем в обычный двор. Да, двор, как бы вам сказать. Но это не лучший двор на свете. Далеко не лучший. Единственное, на что в этом дворе стоит обратить внимание, это на огромное количество велосипедов, которые стоят перед подъездами. Вот ни на что другое внимание не обращайте, потому что все остальное это очень плохо. Вход в подъезд. Смотрите, сколько велосипедов припарковано около подъезда. Кто-то машину, конечно, поставил. Прикольно, кстати, это пепельница. Тоже перед входом в подъезд. Но, да, вот вход в подъезд и куча велосипедов. Вот мы подошли к следующему дому и смотрите. Просто количество велосипедов. Везде. Это такие самые вот простые дома. Это не какое-то здесь крутое жилье. Вот подъезд. Кстати, прикольно, видите, все, несмотря на то, это большой дом, и все квартиры подписаны фамилией, кто живет, у нас так не делают. Вот. Прикольная дверь, видно, что это вся дверь, вся входная группа, видно, со времен постройки дома. То есть здесь ручка такая деревянная, непростая. Да. Какие-то вот отверстия, облицовка медью, пепельница, щеточка обязательно, вот швабра. Да, это, кстати, одна из фишек крошки этой. Что если ты... Нужно везде щетки. Для крошки нужны у подъезда щетки обязательно. Да, все в велосипедах. Кошмар. Да, слушай, двор вообще ужасный. Пример, брать здесь можно только как они сохраняют двери. Вот везде оригинальные двери. Видите, везде деревянная. Как это была деревянная дверь с деревянной ручкой. Вот так она и есть, и никакая дверь не денется. Если что-то случится, они такую же поставят. Ну и огромное количество велосипедов. Да, вот подвал, деревянные двери. Все как изначально было. Здесь стоят шестиэтажные панельные старые дома, и сейчас проходит такая у них здесь программа их реновации. Похоже, они балконы к ним приделывают, меняют вот часть фасадных этих плит. Да, вот этот новенький уже. Это уже переделанный. Он делают трубу, которая сразу в ливневочку уходит. Удивительное дело. У нас так не умеют. Специальная щетка для очистки обуви от камешков. Так вот она работает. Все камешки. Потом можно зайти в подъезд. Кстати, новые двери поставили. И поставили новые двери такие же, как... Ну, тоже деревянные, с такой деревянной ручкой. Видимо, такие, какие были. Лифт старый, прикольный, красивый. О, приехал. Ага. Ну, да, такой вот лифтик. Лифт 58-го года. Ну, видимо, дома были 50-х тоже. В конце 50-х вот эти дома. Да. Вот тут, кстати, смотри, написано все квартиры, кто на каком этаже живет. Видишь, прям пофамильно так красиво. Кто-то ключ передал. Такая, очень все мило. И мне очень нравится их батарея. У них батарея похожа на матрас. Такой мягенькая. И щеточка. Трамвайную линию, смотрите, как делают. Невиданное для России зрелище. Когда-нибудь мы доживем до того, что и на улицах российских городов будут такие картины, новые рельсы совершенно. Они здесь, видите, еще сделали много места, потому что здесь будут высаживать деревья. Должно будет быть очень красиво. Здесь будет газончик, и деревья, и трамвай будет ехать через такой зеленый коридор. Будет невероятной красоты просто. Когда строится дорога, типа Ленинградки, которую надо демонтировать нахер, недвижимость дешевеет. А когда строится общественный транспорт, трамвай или станция метро открывается, то недвижимость дорожает. Дом, который только начали реконструировать, видите, его полностью затянули. Вот там вряд ли живут. Здесь все затянуто. Интересно, что они делают с жильцами? Вот правда. Жильцами в гостиницу. Ты думаешь? Не знаю, а что с жильцами делают? Не знаю. Не, а может и живут, сейчас посмотрим. Вот так вот? Я когда видел, как они делают пятиэтажки, они там 2 этажа надстраивали, тоже все было затянуто, и люди жили внутри, никого не отселяли. Окна он затянут, не, а там живут. Они просто, видишь, они окна заклеили, чего? Да ладно, это вообще, это, конечно, это стремновато. Ну что стремновато? А вот старый подъезд. Живут, да, никого не отселяют. Подъезд такой же, лифт. Да, старее.
Ну да, живут, похоже, реально живут. Живут? Ну, смотрите, это школа, и сколько здесь велосипедов около велопарковки, ну, на велопарковке около школы. Это к вопросу о том, вот, когда начинаешь говорить о том, что нужно развивать велоинфраструктуру в России, где также холодно, вон снег лежит, да? Люди начинают говорить, как же мы будем наших детей возить, мы должны возить их на автомобиле в школу, как же они будут ездить? Вот так они будут ездить на велосипеде. И это будет классно. Это хорошо для здоровья, это хорошо для экологии, и это вообще добавляет детям самостоятельности, они не должны ждать, пока вы повезете их на машине в школу. Кроме того, сама вот эта вот перевозка ребенка в школу очень неэффективное использование дорог и автотранспорта, потому что вы как бы делаете, ну, половина человека едет, то есть вы везете из дома в школу и потом едете из школы домой обратно и никого не везете, то есть обратный маршрут, он не нужен ни зачем. То есть по факту вы делаете там, если у вас до школы там 3 километра, то вы 6 километров проезжаете просто, чтобы отвезти ребенка в школу. Это все ужасно неэффективно, а вот это классно, эффективно и здорово. Поэтому нужно развивать велоинфраструктуру в Москве, в российских городах, чтобы дети ездили на велосипеде в школу. Чтобы вы понимали, там, где мы сейчас с вами находимся, климат здесь, ну, не знаю, как в Москве. Да. То есть, ничего такого здесь... Он даже северней. Да, сверхъестественно нет. Вот, сейчас -3 погода, сейчас холоднее, чем в Москве, вот весна, еще куча снега. Но тем не менее, вся парковка забита велосипедами. Посмотрите, сколько здесь велосипедов. Это школа. А вот так вот выглядит парковка автомобильная. Здесь машин, наверное, в 10 раз меньше, если посчитать количество велосипедов. Не самый развитый с точки зрения велоинфраструктуры город Финляндии. У них есть еще Оулу, да, где... Да. Самый 30% населения на велосипеде ездит. Да, а этот, тут мы вот сейчас говорили, он представитель мэрии, говорит, просто у нас недостаточно развита инфраструктура, вот как мы сделаем больше, будет больше. Реально, это велопарковка вырастет еще в 2 раза, а автомобильная уменьшится в 2 раза или в 3. Это ни зачем не нужно, действительно, ну, я не знаю, учителя наверняка тоже на велосипедах ездят. При этом, обратите внимание, что велосипеды совсем детские. То есть это вот видно, что дети, которые там, ну, в начальной школе, Да. они сами вот ездят на велосипедах. Там целая группа детских велосипедов стоит. Ну, это, кстати, тоже. Да, то есть это целая, вот это прямо специальная велопарковка для начальных классов, видимо. Когда-нибудь так и у нас будут так парковки около школ выглядеть.